Война может длиться годами, а может 38 минут. Именно столько продолжалась англо-занзибарская война, которая произошла 27 августа 1896 года. Самая короткая война в истории человечества. И она случилась на самом деле. Все началось с того, что в султане Занзибар умер правитель. Место занял его двоюродный брат Халид ибн Баргаш. Проблема была в том, что британцы, которые контролировали Занзибар как свою колонию, не одобрили эту кандидатуру. У них был свой человек на эту должность. Халид отказался уходить, и тогда англичане выдвинули ультиматум. Срок истекал 27 августа в 9 утра. До этого времени Халид должен был сложить оружие, спустить флаг и покинуть дворец. Но Халид не подчинился. Он собрал армию в 2800 человек, забаррикадировался во дворце и надеялся на помощь немцев. У него были основания для этого. Германия имела свои интересы в регионе и могла поддержать его против британцев. Но немцы не пришли на помощь, и Халид остался один. Ровно в 9 утра британские корабли открыли огонь по султанскому дворцу. Первые же залпы превратили деревянные постройки в руины. Это был не бой, а расстрел. У защитников дворца не было шансов против британских орудий. Единственный военный корабль Занзибара, старая яхта «Глазго», попытался ответить, но был потоплен за несколько минут. Султан Халид бежал одним из первых. Он понял, что сопротивление бессмысленно. Он укрылся в немецком посольстве, а оттуда при помощи хитрости был вывезен с острова. Его армия разбежалась. В 9:38 утра, через 38 минут после первого выстрела, британский снаряд сбил флагшток над дворцом. Это был сигнал капитуляции. Потери за этот промежуток времени впечатляют. С занзибарской стороны погибло около 500 человек. Это были солдаты и просто люди, оказавшиеся в зоне обстрела. С британской стороны был ранен один моряк. Всего один. Такое неравенство потерь делает эту войну еще более абсурдной. Все закончилось. Англичане посадили на трон нужного им султана, а Занзибар на долгие годы оказался под полным контролем Британской империи. Формально султанат сохранился, но реальная власть перешла к британцам. Халид ибн Баргаш, кстати, не сдался до конца. Он бежал в Германию, потом вернулся в Африку, но так и не смог вернуть себе власть. Умер он в 1927 году в Момбасе, так и не простив британцам своего поражения. Для жителей Занзибара 27 августа 1896 года стало черным днем. 500 человек погибли за 38 минут. Для британцев это был курьезный случай, который попал в учебники и книгу рекордов Гиннесса. Ирония истории. Война, которая длилась меньше, чем школьный урок, навсегда изменила судьбу целого государства. Что мы можем вынести из этой истории? Война – это не всегда долго. Иногда для того, чтобы потерять независимость, достаточно получаса. Иногда решение не подчиниться ультиматуму обходится слишком дорого. Халид рискнул и проиграл за 38 минут.